Посетители океанариума, а также родители маленького мальчика, с удивлением смотрели на своего сына, который стоял рядом с огромным аквариумом, положив руку на стекло. В этот момент к мальчику подплыла касатка, и по какой-то неведомой причине она следовала за каждым его шагом, словно заворожённая. В тот день Брайан и Лора, родители пятилетнего Кевина, впервые решили сводить сына в океанариум «Мир океанов» и познакомить его с обитателями морских глубин. Родители попросили ребенка не отходить далеко от них, но как только мальчик попал внутрь, то буквально раскрыл рот от удивления, так как он еще никогда не видел вживую таких прекрасных и больших обитателей морей и океанов. Кевин перемещался от одного аквариума к другому, будто забыв обо всем на свете и совершенно не слушая, что говорят папа с мамой. Бесчисленное количество самых разнообразных рыб, акул, моллюсков, ракообразных и многих других обитателей океанов стали для маленького мальчика настоящим открытием. Но больше всего Кевин хотел посмотреть на касаток, которых он не раз уже видел по телевизору, и уговорил родителей сводить его в океанариум именно из-за них. Наконец, семья добралась до самого большого аквариума, где мирно плавали 4 огромных касатки — Люсинда, Джасмин, Белла и красавица Далия. Родители со стороны с умилением смотрели, как Кевин, прижавшись к стеклу, кричит от восторга, глядя на этих величественных созданий. Сначала касатки не обращали никакого внимания на мальчика, но когда он положил обе свои маленькие ладошки на стекло, самая большая касатка Далия резко развернулась и поплыла к нему. Брайан и Лора сначала вздрогнули от неожиданности и страха, но быстро поняли, что гигантское создание не представляет никакой опасности из-за толстого защитного стекла. При этом сам Кевин ни капельки не испугался, а наоборот, очень обрадовался появлению касатки. Мальчик стал водить своими маленькими ладошками по стеклу в разные стороны и бегать вдоль аквариума, а касатка, как это ни удивительно, буквально следовала по пятам за ребенком. Не только родители, но и многие другие посетители были просто поражены этим крайне необычным поведением морского хищника, так как обычно они не обращают никакого внимания на окружающих людей. Многие достали свои фотоаппараты и телефоны, чтобы сделать несколько удивительных снимков, уверенные, что необычная касатка радуется и улыбается именно при виде Кевина. Сотрудники мира океанов также обратили внимание на это завораживающее зрелище. Работники прекрасно знали, что касатке с большим трудом поддается дрессировке. И даже у опытных дрессировщиков уходят годы, чтобы добиться от морского обитателя нужного им результата. Однако в случае с Кевином все было иначе. Маленький мальчик управлял огромной хищницей, словно у него в руках была волшебная палочка. Сотрудники океанариума позвали главного дрессировщика Ларса, который был удивлен не меньше их при виде Кевина, ведь тот каким-то магическим образом влиял на огромную Далию. Ларс сразу подошел к семье и предложил родителям мальчика позволить их сыну принять участие в сегодняшнем грандиозном шоу с касатками, пообещав, что это будет полностью безопасно. Брайан и Лора немного посомневались, но в итоге согласились, так как сам Кевин буквально умолял родителей позволить ему поближе познакомиться с доброй Далией. Через час началось водное шоу с касатками, которого многие посетители ждали с большим нетерпением. На шоу пришло более 500 зрителей, самыми взволнованными из которых были Брайан и Лора, которые с надеждой смотрели на своего маленького сына у края бассейна. Дрессировщик объяснил, что Кевин впервые выходит на сцену, после чего в действие вступил сам мальчик. Как и в случае с аквариумом, Кевин стоял на краю большого бассейна и своими жестами пытался привлечь внимание огромной Далии, которая также послушно плавала за маленьким мальчиком, словно он притягивал ее магнитом. Зрители были поражены, однако Ларс не собирался на этом останавливаться. Дрессировщик подозвал Далию к краю бассейна и вместе с Кевином сел ей на спину, после чего касатка сделала круг почета вокруг бассейна под громкие аплодисменты зрителей. Финал шоу был грандиозным, а Брайан и Лора, глядя на своего удивительного сына, не могли сдержать слез радости. После окончания шоу Ларс позвал семью в свой кабинет, где предложил Кевину стать постоянным участником шоу с касатками, а также самым юным дрессировщиком касаток в мире. Брайан и Лора согласились, видя удивительную связь своего сына с морскими обитателями
и понимая, что это настоящий природный дар Кевина. Сейчас Кевину уже 7 лет. Все свое свободное время, помимо учебы в школе, он проводит в океанариуме, где наравне со взрослыми дрессировщиками тренирует и обучает касаток. Кевин просто обожает морских обитателей и постоянно повторяет, что свою жизнь он собирается посвятить касаткам.